Yeah, I got it. You got it. So just prepare it on the screen, and девочки, запускаем. На запись поставила, запускаю. 61 человек сейчас. Да, 61 человек. 61 people. Awesome. Great. И пока там еще регистрируются люди. Okay, that's it. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады, что вы нашли сегодня в себе силы и время, чтобы присоединиться к нашему замечательному сегодняшнему мероприятию. Коллеги, давайте сразу договоримся, пока мы... Ольга Викторовна, включите, пожалуйста, микрофон. Да, как раз я всех информировала, что участники вебинара просим вас выключить микрофоны, а администраторы выключили и мне заодно микрофон. Друзья, здорово, что мы сегодня с вами вместе. Давайте поймем, всем меня слышно и видно? Хорошо, поставьте в чат плюсики. Да, здравствуйте, дорогие, здравствуйте, отлично, спасибо большое, видим вашу реакцию. У меня также второй вопрос. Скажите, пожалуйста, все ли в нашей сегодняшней вечерней аудитории уже изучают английский язык? Опять же, просим, пожалуйста, ответить, да, изучаем, хотим, или в процессе, да, отлично, супер, мы рады, что такой замечательный контент сегодня вам готовы предоставить. Друзья, у нас очень много было сегодня регистраций на это мероприятие, и мы знаем, что даже из разных стран люди зарегистрировались на сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, напишите в чате, из каких городов, из каких стран, возможно, люди сегодня присутствуют на нашем вебинаре и хотят обсудить тему написания эссе. Казахстан, Кострома, Елец, отлично, Италия, Узбекистан, Екатеринбург, Красноярск, Елец. Приветствуем вас, ребята, Тюмень, Хабаровск, Кыргызстан, здорово, отлично, супер. Ну что же, сейчас смотрим на время, Так. Я думаю, что мы можем начинать. Друзья, добрый вечер, уважаемые друзья, мы начинаем наше мероприятие. И образовательная платформа IPR Media сегодня начинает серию бесплатных вебинаров на актуальные темы, связанных с изучением английского языка. Модератором сегодняшней встречи буду я, Ольга Мещерякова, эксперт в области международного образования, начальник управления международных связей одного из крупных российских университетов, лектор, спикер, а также выпускница нескольких стипендиальных международных программ, училась в США, училась в Китае и в Индии. И, друзья, откровенно вам скажу, что это я смогла сделать только благодаря тому, что хорошо владею английским языком. Как раз-таки об этом мы сегодня с вами поговорим. Каковы же успешные стратегии изучения английского и использования, самое главное, английского в достижении своих жизненных целей. Надеюсь, вы со мной в этом согласитесь. Итак, партнером сегодняшнего супервебинара, не побоюсь этого слова, является американский университет, друзья. И можно я поделюсь с вами сейчас? Окей. Так, just a minute. All right. И партнером сегодняшнего нашего мероприятия является американский университет, один из лидеров в сфере обучения английскому языку как иностранному, Miami University Regionals. Хотела бы также сказать, что университет очень престижный и входит в 50 лучших публичных университетов, государственных университетов по US News and World Report. И еще, чтобы вас заинтересовать, хотела бы сказать, что с университетом связаны жизни нескольких президентов США. Бенджамин Харрисон закончил университет, это 23-й президент, а также оба Буша
старшие и младшие имеют отношение к университету через Барбару Буш, родители которой встретились в стенах Miami University Regionals. Ну что же, друзья, я готова передать слово спикерам сегодняшнего нашего мероприятия, но прежде чем я это сделаю, я хотела бы предупредить вас всех, что те из вас, кто останутся с нами до конца нашего вебинара, получат возможность, и мы объясним вам, как получить именной сертификат об участии в нашем сегодняшнем вебинаре. И также мы дадим вам задание по написанию эссе, объясним, как это сделать, и отправить ваш вариант эссе нам на проверку, и мы дадим вам обратную связь по вашему эссе. Надеюсь, вас это покажется вам интересным, и поэтому я приглашаю для выступления Кейти Вогел, заместителя директора Центра Английского Языка, методиста по преподаванию письма и навыков английского языка. Она будет вести семинар на английском языке, и поможет ей в переводе Екатерина Гэй, заместитель директора Центра международных программ Miami University Regionals. Итак, друзья, пожалуйста, слово нашим спикерам. Katie, you are on air, please, you're welcome. The audience is all yours. Thank you so much, Olga, and everyone. I am so excited that you guys attended today's session, and I'm really looking forward to the next about 30 minutes or so for our presentation and then a Q&A session. So again, really happy that you guys are here, and let's go ahead and get right to it, okay? Great. All right. And then also, if you guys have any questions as I am typing in the chat, you guys could go ahead and type those to me and I'll address them. And it sounds like you guys got the chat function down. Yeah. And Katie, let me just translate that while you're please. pulling up the presentation. Yes. Всем добро пожаловать. Очень рада видеть вас сегодня на нашей презентации. Ждем с нетерпением. Информации, которая у нас есть на сегодня. И, конечно же, в то время, когда Кейти будет вести презентацию, пожалуйста, имейте в виду, что вы можете написать в чате, если у вас имеется какой-то вопрос по пути. Но помимо этого, по окончании презентации также будет возможность задать вопросы. I'm ready, Katie. Great. Thank you so much, Ekaterina. And everyone, today we're going to be going over on one of the things that I feel both personally as a student myself when I was going through my education, as well as being an educator here at Miami University Regionals. One of the most key important types of essays that you will write both in your academic career as well as your professional career is the summary and response essay. All right. Очень рада с вами поделиться сегодня информацией о том, как правильно и как успешно написать так называемое summary and response essay, которое вы увидите, что пригодится вам не только в вашей университетской карьере, будучи студентом, но и то, что пригодится вам в дальнейшем и в вашей профессиональной карьере. И Кейти может подтвердить то, что в своей собственной карьере как студента, так и профессиональной карьере очень много она пользовалась данным навыком. Это один из основополагающих навыков написания письма. I'm ready. Okay. So just a couple of key points about why is it important to write a summary response essay. When I talk with students in practice, they say, oh, another type of essay, right? But again, the summary and response essay is very critical because professors, when you're in the academic higher education setting, they like being able to understand not only that, number one, that you comprehend the material. Number two, they want to see how your synthesis of it, your application of it. So that is very important. Also for the professional career as well, when you are a business professional or whatever academic discipline career that you're going into, being able to, being able to summarize items that were went over in a meeting,
or being able to give a report on what your department is doing, and then being able to give your thoughts about the trajectory of it is very essential. So this essay is probably one of the most important essays for you guys to get the skill sets needed. Summary and response essay, и на русский язык такое сочинение переводится как краткое описание и выражение личного мнения. Но мы с вами будем как бы пользоваться таким термином в течение всего вебинара, это будет summary and response. Хотя вы понимаете, что это summary — это краткое описание, response — это выражение вашего личного мнения к определенному материалу. Summary and response essay — это одно из самых, как я упомянула, основных, основополагающих и самых важных сочинений, которые когда-либо вам придется писать или которыми когда-либо вам придется пользоваться в течение всей вашей карьеры. Почему? Потому что, будучи студентом, обучаясь в университете, вам обязательно нужно будет читать определенные статьи, пользоваться определенными источниками информации. И для вашего преподавателя важно не просто понять, знать то, что, во-первых, вы поняли, в чем является основная суть определенного информационного источника, но также вы можете воспользоваться той информацией, которую вы получили, в определенных новых обстоятельствах, и вы можете синтезировать новую информацию с уже имеющейся, и на основе этого вывести определенное мнение относительно сложившейся как бы ситуации или определенной темы, и в дальнейшем качественно пользоваться данной информацией. Если посмотрим относительно карьеры, профессиональной карьеры, то вам также постоянно будет нужно требоваться таким навыкам, как краткое описание изложения, summary. Находясь в каком-либо митинге, на какой-либо встрече, вам обязательно нужно будет записать или запомнить, в чем основные тезисы данной встречи, и как они в дальнейшем потом влияют на вашу профессиональную деятельность, какие стратегии разработать в дальнейшем относительно этого. Great. And then also, as articulated on the slide, right, you're able to extrapolate the main points, provide support, being able to take in other articles to support your reasoning, as well as also being able to quote and paraphrase appropriately. И также добавим к этому, что навык summary and response дает вам возможность разрабатывать ваше умение, делать перефразы, то есть брать нужную информацию из данных статей и в дальнейшем пользоваться ей, данной информацией для в других целях. So the key summary response essay can really manifest in two different forms. I like to personally call it, when I am in a classroom full of our students, is I call it a one-pager, or it could be a 5-paragraph essay, depending on the length of the assignment. For the purposes of the presentation, we're going to keep it to 5 paragraphs. So you have the introduction paragraph where you summarize the article and you introduce the article title as well as the author. Body paragraph 1, you're going to talk about what was the central claim, right? What was the author trying to expand upon? And then the subsequent body paragraphs, you're going to be analyzing and providing your own synthesis of the information. All right, sounds good. Summary and response essay может принимать различные формы, но для целей, допустим, данного мероприятия, и, допустим, зачастую на наших занятиях, в моем University Regionals, в нашей программе интенсивного английского языка, мы говорим либо о так называемом one-pager, то есть сочинении на одну страничку, либо это сочинение длиной в 5 абзацев. И для целей данного вебинара мы будем именно говорить о 5 параграфах. То есть данное сочинение состоит из 5 основных абзацев. Первый абзац включает в себя
так сказать, введение данного информационного источника, данной статьи, где вы упоминаете автора и название статьи и проводите краткое описание, краткое изложение, то есть так называемый summary, где нужно упомянуть основные пункты в данной статье. В следующем параграфе вам нужно будет упомянуть о том, что является, какое же основное ваше утверждение, да, то есть какое ваше основное отношение к данной теме, да, к основной теме в статье. И в последующих параграфах вы должны предоставить существенные весомые доказательства своего мнения, своего отношения к тому, что высказано в статье. So now I really want to go into just a couple of key success strategies that you'll need to do in order to be successful with the summary and response and some caution areas. И теперь обратим внимание на то, какие, допустим, какие есть и существуют стратегии по тому, как успешно и правильно написать данное сочинение. So one of the key concepts that I always articulate to our students is the importance of what we call annotation. And the biggest thing I like to say is reading with a highlighter or reading with a pen. And I always have my highlighter nearby when I'm reading articles, and being able to not only be able to highlight with one color the central claim, and then also maybe a different color, any vocabulary that I was interested in. And then also you can create your own symbol system as well, like an exclamation point for something that surprised you, or maybe a question mark about something that you can bring into the class discussion when you go and report your findings to your colleagues as well as your professor. I recommend that you have definitely paraphrasing the key points. Normally the margins are a really good way to do this. You write in the margins, your symbols, your questions that you have, but also, again, there's no perfect system, like with the symbols and stuff. You need to make it work for you. If you like doing the main claims in pink, highlighting it in pink, that's good for you. You develop your own system with annotation. Sounds great, Katie, thank you. Так, первый навык и один из тоже основополагающих навыков, который поможет вам быть успешными вообще в течение всей вашей университетской карьеры, это аннотации, да, то есть почему это очень важно? Потому что во время процесса аннотации вы выделяете основную информацию и какие-то ключевые моменты во время чтения определенной статьи, допустим. То есть что происходит? Да? Кейти рекомендует пользоваться маркером, да, которую она показала, допустим, либо каким-то маркером, либо ручкой разных цветов. В течение, и когда вы читаете статью, в это время вы можете выделять основную информацию, какие-то основные идеи одним цветом, допустим, другим цветом вы можете выделять незнакомые новые слова, и помимо этого вы также можете на полях ставить определенные символы, да, такие как, допустим, восклицательный знак, если вас что-то удивило, или вопрос, если вам что-то непонятно или что-то вы хотите принести и обсудить у себя в классе с другими своими коллегами или одноклассниками. Делать это можно на полях, как-то по-другому, возможно. Идеальной системы нет, но главное, чтобы любая система, которую вы разработаете, чтобы она работала именно для вас. И один еще из ключевых моментов: во время чтения любого источника, пожалуйста, уделите время тому, чтобы ту ключевую информацию, которую вы выделяете, чтобы вы еще ее и перефразировали или переформулировали своими словами. Таким образом, данная информация запомнится вам лучше. Great. So now I would like to go ahead and I'm just going to pause my presentation and let's go ahead and go through an exercise about, what we can annotate. And I definitely recommend if you guys go ahead and tell me in the chat some of the things that you will annotate as I'm going through our example. Okay.
All right, Let me go sounds ahead good. and switch that up. На минутку мы приостановим презентацию, включим другую презентацию. Кейти хотела бы пройти с вами и выполнить определенное упражнение по практике аннотации. То есть она сейчас включит презентацию, и в то время, как она будет проводить аннотацию, вы также можете в чате нам печатать и писать то, что вы думаете нужно выделить различными цветами. Great, thank you. Awesome. So let's just say, for example, you were in just an English class, or maybe you were really interested in a psychology class, right? And your professor decided to give this to you. So one of the key strategies in order to be successful with doing a summary and response in English is definitely, I always recommend reading the article out loud. And that is a very key thing, because you're able to not only work on your pronunciation, but also being able to see the different types of intonation with the speaking portion. All right. В то время как вы читаете статью, очень рекомендуем, чтобы вы также читали вслух, да? Почему? Потому что, во-первых, вы будете отрабатывать свое произношение, а во-вторых, еще и можно, когда вы читаете текст, вы можете разбить его на логические кусочки и таким образом еще как бы уделять внимание интонации. Great. So to begin, I'll just go ahead, and it says opinion, fighting cybercrime with neurodiversity. Oh, you know, maybe I don't know what the word neurodiversity is, right? So you can do it, and that's one thing I wanted to highlight it on too, right? If you get the article electronically, you can do it through PDF or a Word document. You can develop your annotation system like that. Or you can print it out. Usually for me, I like doing a hard copy, and I like keeping an article notebook, so I can see how my new words that I get, and also being able to build on what we've covered in class. Sounds good. Вот посмотрите, допустим, в самом начале прям Кейти выделила слово neurodiversity, да, то есть это слово, которое, возможно, кому-то, возможно, нам не знакомо, да, и вы можете, допустим, вы можете заметить, да, на данный момент мы пользуемся файлом PDF и производим аннотацию в формате PDF. Вы можете делать то же самое в формате Word, вы можете распечатать файл и делать это как бы уже на бумажной копии. То есть как вам удобно, в принципе, можете разработать свою систему. Кто как, Кейти предпочитает работать с бумажным вариантом, потому что она может включить это в так называемый article notebook, где она собирает все свои статьи, и также может она смотреть, да, как наращивает ее вокабулярный запас. Great. And then another key point too, right, that you're going to want to pull out is, where is the article coming from, right? What sort of publisher or news source is it coming from, as well as who is the author, right? Because you guys are going to need to have that for your citation. And when you pull and do your in-text citations, as a part of both the summary as well as the response section. So that would be another item that I would highlight. Project Syndicate is the publisher, as well as Gavin Patterson being the author. Обратите всегда еще внимание на то, кто является автором статьи и кто является кто является источником, да, то есть Project Syndicate это является как раз-таки издатель, да, и Gavin Patterson это автор. То есть в дальнейшем это нужно будет вам, данная информация нужна будет вам при написании самого summary и для того, чтобы в дальнейшем также ссылаться, да, на данного автора, если вы пользуетесь данной информацией. Great. And then also the date would be another component to highlight, right? So, and then you could go ahead, that usually when something is italicized, that's what we call like a mini little abstract. It's a baby summary of it. So you can go ahead and read that, but let's go ahead and get into the meat of the article. So this was a project syndicate was based in London. So this is coming out of London, right? So to kind of ground your understanding of where the article is coming from, right? So cybersecurity is one of the defining challenges of the digital age, right? I would go ahead and say cybersecurity, defining challenges, digital age. Those are very,
that's a very important point, right? That is the topic sentence of the rest of the article. So you're going to want to ground your understanding with that, and then being able to understand that that's the main point. And you're going to be pulling out pieces that's supporting this aspect of cybersecurity being a challenge in this new technological age. Sounds good. Now, еще обратите внимание, пожалуйста, да, что на дату, когда вышла данная статья, там март месяц, да, был написан, вот, и теперь перейдем уже к самому, так сказать, основному тексту статьи. Вот мы смотрим на первое предложение, да, и что Кейти тут выделила, это вот слова cybersecurity, defining challenges and digital age, да, то есть в данном предложении, данное предложение является содержит в себе основную идею всей статьи, и именно данные слова, да, указывают на то, какая же это основная идея. Вот, и в дальнейшем потом вам теперь ваша задача будет, читая статью, выделять информацию, которая поддерживает именно основное утверждение самой статьи. Great. And then the last portion too is another key point, right? The question is how this can be achieved. So that might be an additional point that the author brings up on what sort of solutions can help prevent cybersecurity attacks in this new digital age. И последнее, да, как можно этого достигнуть, да, вот нам в первом предложении указано, что Katie, if you wouldn't just mind going up for a second so I can see the text. Yes. В первом предложении указано, что cybersecurity абсолютно точно, да, в настоящее время производит определенные, так сказать, трудности, да, для нас в нашем, так сказать, цифровом веке, да, вот, но в последнем предложении еще указано, как это можно достигнуть, да, как можно достигнуть того, что мы будем пользоваться именно цифровой информацией успешно, вот, то есть это будет дополнительный пункт, который в дальнейшем, скорее всего, будет упоминаться в статье опять. Great. And then for the rest of the article, right, this is what we kind of call setting your purpose, right? You're going to be looking for key important points to pull out and synthesize as a part of your summary, right? So they're talking about how the scale should not be underestimated, the issue of having, 100,000 malware samples every day, right? That the ISP or the internet service provider detects that, right? So looking at this next paragraph, right, creative thinking among cyber attackers demands creative thinking among those fending them off, right? So that's one solution that the author proposes that can prevent these sort of cybersecurity issues, right? So we'll go ahead and highlight that important point, right? Because you'll be able to bring that in as a part of your summary. Sounds good. Now, теперь посмотрим далее, да, теперь в дальнейшем уже в первом абзаце, что мы сделали? Мы определили, какой же является цель данной статьи, да, в чем цель данной статьи. И теперь уже в дальнейшем, в последующих абзацах мы будем искать те факты, которые поддерживают именно основное утверждение, которое упомянуто в первом абзаце, да, то есть мы будем искать стратегии успешного, так сказать, решения данной проблемы. Вот. И если вы посмотрите на третий абзац, то увидите, да, креативность, да, то есть уделяется внимание креативности. Вот это, возможно, и будет являться одним из способов решения проблем, которые стоят перед нами. Great. And then for the rest of the article, right, you are just going to try to be picking out the key points from the purpose that you set. And then also looking at, and you would be writing in the margins, oh, wow, that's really interesting. There's going to be 1.8 million vacant cybersecurity jobs. Maybe I need to go into that profession, right? There's a big demand for that. So that's something that you can also bring in your response section.
All right. Ну и в течение потом уже дальнейшего такого же процесса аннотации, пока вы читаете всю статью, вы опять же выделяете основные моменты, которые поддерживают основную идею, упомянутую в первом абзаце. Так, и теперь также еще вот, допустим, Кейти выделила 1,8 миллионов, да, открытых работ, да, по cybersecurity. То есть в то время, как вы читаете статью, вы будете также выделять ту информацию, которая интересна вам, да, которая интересна или которая вас удивила, и которую в дальнейшем вы можете использовать уже в своем в части response, да, где вы будете формулировать свой ответ, свою позицию к данному материалу. Вот. И также еще ну и в принципе, я думаю, мы пойдем теперь дальше. Yes, Katie. Great. So I'm going to go ahead, and that was just a little sample of an example of doing a summary, annotating an article. So let's go back and build upon what we already know now. So let me go ahead. I'll do a new share. Теперь вернемся обратно к презентации. Мы показали вам небольшой пример того, как можно производить аннотацию, а теперь будем дальше достраивать наши навыки на основе этого. Great. Let me go ahead. Good. So we've already been semi over this during the example, right? But just to reemphasize again, the key points, outlining your message, setting the purpose for your reading, right? Also, don't copy direct quotes from it, right? Make sure, again, you are synthesizing, you're putting the information into your own words. It's what we call paraphrasing, right? So, and then also being able to remove what I like to call the fluff of the article, right? Being able to remove the unimportant details, right? Because again, a summary, it's just a very short, concise piece of writing. И вот если вы посмотрите на данный слайд, да, вы увидите, что кое-какие пункты мы с вами уже обсудили, в то время как мы показывали вам пример аннотации на примере статьи. Вот. Но что хочется добавить, в то время как вы читаете статью и выделяете ключевую информацию, не копируйте в дальнейшем, мы не рекомендуем, чтобы вы в дальнейшем копировали текст слово в слово. Да? А как я уже сказала, как мы уже упомянули, обязательно, если какая-то ключевая информация вы нашли, перефразируйте, переформулируйте ее своими словами, чтобы, во-первых, вы лучше это поняли, да, материал поняли, чтобы он вам лучше запомнился, и в дальнейшем также, чтобы вы могли им пользоваться, что вам нужно будет потом и для summary, и для response. И также дополнительно... Так, сейчас, секундочку. Ага, вот, в то время как процесс вообще summary, да, и процесс аннотации, это такой процесс, когда вы убираете, так сказать, ненужную детальную информацию, то есть запомните, что summary не включает в себя каких-то таких особых описательных деталей, да, то есть summary это очень краткое изложение основной информации, то есть, так сказать, разбегаться и включать различные детали из статьи не обязательно и не нужно. So, and really, I only have like two main more key points. So being able to reference and then being able to give your opinion. And then I'll definitely open up the floor for any questions that you guys have. But again, with referencing the sources, right, there's many different ways to go ahead and reference. You can say according to the author, which, for example, in point 1 is Jerry Smith. And then you give the article title, and then you paraphrase the main point. You can also just say the article, if there isn't an author's name given, you can go ahead and just give the title, or you can give the publisher as well, and you put the publisher in italics. И на данный момент мы еще упомянем два основных момента. В первую очередь это референции или, так сказать, сослагательство на источник, да, и потом еще ваше выражение собственного мнения к данному материалу, к данной информации. В
первую очередь, как сослагаться на источник, да, как цитировать источник. Вот вы видите 3 возможных варианта, да, вы можете сказать, что согласно автору в такой-то статье, название статьи, и дальше вы говорите, какая основная тема данной статьи при помощи уже перефразированной фразы, да, то есть, опять же, не берите текст напрямую слово в слово из статьи. Это первый вариант. Второй вариант, если автор статьи не указан, то вполне возможно просто сказать в такой-то статье под таким-то названием основная тема такая-то. Вот. Либо, если не указан автор, то можно взять издателя, да, то есть, допустим, Washington Post, такая-то статья, название статьи, и опять же при помощи перефразы вы можете дальше продолжать уже свою часть summary. And then just very, very, very briefly, the proper citations in America Education, MLA, which stands for Modern Language Association, APA, American Psychological Association, those are the two most common. Make sure you give proper credit to the authors, proper credit to the people that wrote the article, right? Because if not, that's what we call plagiarism, and American universities take that very, very seriously. И еще немного слов о том, о правильных цитатах. Да? В американской системе образования очень часто используются два формата, либо MLA, который означает Modern Language Association, и либо APA, то есть означает American Psychological Association. Вот данные два формата очень являются стандартными во всей системе американского образования. Для чего они были введены? Так это для того, чтобы вы могли пользоваться, в принципе, любой информацией, которую вы найдете. Вот. Только главное требование – это то, чтобы вы сослагались на источник, откуда взята информация, чтобы избежать плагиат. И как раз-таки проблема плагиата очень важна, и это очень серьезная тема в сфере американского образования. То есть все университеты очень серьезно относятся к плагиату, и чтобы его предотвратить, как раз-таки были введены вот данные системы форматирования MLA и APA. Great. Let me just go ahead and pause my share real quick and then get the next slide up. All right, sounds good. Yeah. So the last point I really want to highlight, right, in the summary section as well as the response, right. There's in the summary section, there's absolutely zero opinion. You just state what the facts are. And then once you get to the response, that's when you can bring in your opinion. That's when you can bring in your reactions and other outside sources that you found. And to give the professor as well as the reader of your writing some insight into what you were thinking. Sounds good. И последний пункт относительно части summary. Да, как вы уже поняли, часть сочинения summary and response состоит из двух частей. Первая – это summary, и вторая будет response. То есть в первой части, где вы проводите summary, в этой половине сочинения нельзя ни в коем случае выражать собственное мнение. То есть часть summary служит только той цели, чтобы упомянуть все факты из определенного источника, который вы анализируете, которым вы пользуетесь. То есть только факты из источника. Но уже в части response, именно там вы можете выражать свое мнение, свое отношение к теме, поднятой в источнике, и плюс еще вы можете привнести дополнительную информацию, чтобы поддержать свое мнение с помощью определенных доказательств. То есть это могут быть определенные примеры, либо дополнительная информация из других источников, которые вы нашли. Great. So let me go ahead. I'll just pause my share one more time. So one last very key thing with the response. Again, with the response section, make sure you explain your position and provide clear, strong reactions. And then use good and plentiful examples, and then being able to use evidence from outside sources.
И последний пункт, который Кейти хотела бы обговорить относительно именно части response, то есть там, где вы выражаете свое мнение и отношение к информации, затронутой в определенном источнике. Значит, вам нужно будет объяснить собственную позицию, да, то есть как именно вы относитесь к теме, затронутой в источнике, и предоставить четкие, ясные и сильные доказательства и причины того, почему именно вы такой позиции поддерживаетесь. То есть вам нужно будет пользоваться хорошими дескриптивными и изобильными, так сказать, примерами, то есть должно быть много примеров. И также, конечно, у вас должны быть свидетельства, доказательства из других источников. Great. So that in essence is how that you write a summary and response essay. And right now I'll go ahead and open the floor for any questions that you may have, and we'll go from there. То есть, в сущности, так именно вы и пишете сочинение summary and response, то есть мы прошли обсудили процесс, упомянули некоторые успешные стратегии написания данного сочинения, и теперь мы готовы принять ваши вопросы, то есть, пожалуйста, вы можете написать вопрос в чате, либо можете включить микрофон, если хотите, и задать вопрос. Great, thank you. I'm going to go ahead and stop my share and open up the floor for questions. You're welcome to chat them. Дорогие друзья, вот мы считаем, что как раз-таки пришло время задавать вопросы, и нет плохих вопросов. Плохой вопрос только тот, который не был задан. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по поводу написания эссе или по поводу центра обучения в Miami University Regionals или по поводу изучения английского языка, любые вопросы мы приветствуем. Пожалуйста, задавайте. Спасибо большое. Нам идут благодарности от наших участников. Друзья, скажите, пожалуйста, вам было бы интересно получить запись сегодняшнего вебинара? Потому что мы понимаем, что интенсивность представления материала достаточно высокая. И, коллеги, вы, конечно, могли бы более подробно поработать с этой записью. И, соответственно, да, мы видим плюсики, да, обязательно. Тогда мы обязательно разошлем, сделаем асинхронный компонент и с тем, чтобы вы могли иметь доступ к этой записи на постоянных основаниях. Друзья, ну что, скажите, пожалуйста, если у вас нет вопросов, тогда мы, наверное, будем закрывать нашу сессию. И также я... What style should we use writing essay? Okay, Katie, we have a question. Very good. Very good question. So it depends on the academic discipline. Your professor will most likely tell you, or if it's on, you know, an examination or something, they'll tell you the type of style. But for the classes that I teach English 108 at Miami University Regional. So that is MLA format, which is two different types. And then for our English 109, we write in APA format. Once you have MLA down, APA is a breeze. Вопрос был задан такой, каким стилем пользоваться во время написания сочинения. Ответ Кейти такой: в зависимости от того, по какой дисциплине вы пишете данное сочинение, значит, ваш преподаватель, скорее всего, вам подскажет, в каком стиле нужно писать данное сочинение. Ну, допустим, в нашей программе Кейти преподает такие предметы, как English 108, English 109, то есть это первый курс университета, и это предмет сочинения, да, написание сочинения на уровне университета первый год. В данном, обычно в классе English 108 мы пользуемся форматом MLA, а в дальнейшем в классе English 109 мы используем формат APA. Таким образом, наши студенты могут научиться обоим форматам, и поняв и научившись, кстати, MLA формату, APA уже дается очень легко. Thank you very much.
There's another question having to do with TOEFL. Katerina, will you please read it? Поможет ли данное сочинение для TOEFL? Is this essay helpful for TOEFL? Katie, you want to respond, and then I'll translate and add any additional information? Please, yeah. So definitely, it may not manifest exactly, they say on the TOEFL exam, please write a summary and response, but the essays that you will write will be able to measure the skill sets of being able to do a summary and being able to synthesize and respond to the information that was given in the prompt. Да, абсолютно точно, thank you, Katie. Абсолютно точно, работая научившись правильно писать сочинение summary and response, вы продвигаетесь в дальнейшем к успешному написанию сочинения в тестировании TOEFL. Возможно, так сказать, вам не скажут напрямую написать summary and response в самом задании TOEFL, но данное задание будет подразумевать именно этот навык. То есть вам нужно будет пользоваться именно данным навыком summary and response, чтобы успешно написать определенные задания по письму в секции письма по TOEFL. Okay. Yeah. The next question is how should the last paragraph in the essay look like? So the last paragraph, again, in the 5-paragraph essay, right? The first paragraph in the summary response usually manifests as the summary. The first paragraph really giving, the central claim, and then maybe paragraphs 2 and 3 are your response to, the central claim, right? Maybe 1 or 2 claims that you're able to synthesize. Then the fifth one and final one is your conclusion. So you're really wrapping up the central claims that you're able to synthesize from the article, and then also being able to provide, maybe a solution if it's a problem-based article, or also being able to tie in personal experiences into the conclusion. Sounds good, thank you. Напомним, что структура сочинения summary and response состоит из 5 абзацев. Да? В первом абзаце вы будете проводить как раз-таки summary определенной статьи или источника, и где вы будете упоминать, что же является центральным утверждением в данной статье, центральная тема, главная идея, и также упомянете основные факты, которыми пользуется автор. В дальнейшем, в последующих параграфах вы выражаете свое отношение к данной информации, к данной теме и поддерживаете свое отношение определенными, так сказать, свидетельствами, будь то примеры, либо информация из других источников. И уже в последнем параграфе, в финальном параграфе, в заключении, опять же, вы перефразируете, при помощи перефразы будете упоминать центральное утверждение в статье, плюс перефразировать свое отношение, опять же, к данной информации. И, возможно, вы можете упомянуть, если это будет такое сочинение, где требуется, допустим, решение определенной проблемы, вы можете упомянуть, какое решение вы предлагаете в данной проблеме. Thank you very much. Следующий вопрос у нас следующий. В начале вебинара я объявила, что IPR Media совместно с Miami University Regionals открывает серию вебинаров. И один из наших участников сказал, что он слышал только о первом вебинаре, об этом, на котором мы сейчас присутствуем. Да, совершенно верно, друзья, это первый из серии вебинаров. Для вашего сведения, следующий вебинар будет посвящен участию в международных стипендиальных программах, и мы узнаем, как, зная английский язык, выучив его эффективно, как получить возможность обучаться в зарубежных вузах, но при этом экономя свои финансовые средства. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Катерина, и следующий вопрос вам. Так, сейчас, Ольга, где он находится? Погодите. How many sources? Yeah, you mentioned we have 5-paragraph structure. Yeah, well, я думаю, что мы ответили на этот вопрос, да, в эссе 5 параграфов, да, 5 абзацев
структуру. Да. Следующий. How many sources should we use? Вот это, наверное, надо ответить, That's a да? good one. Yeah, very good question. Very good question. So sometimes the professor or the prompt, the directions will say, you know, you need 5 additional sources on top of the article. For my class, usually when we start out, I say 5 sources minimum. And then as the semester goes on and we expand our paragraphs and stuff, I ask for more sources, about 10. So again, it just depends on the professor or the prompt's recommendations. Это будет, то есть вопрос такой, да, сколько нужно использовать источников для написания summary and response essay. И опять же ответ будет следующий. Это будет зависеть от вашего преподавателя, да, то есть от требований вашего преподавателя, либо от самого задания. Вот. Ну, к примеру, допустим, в наших English 108, 109 классах, да, которые ведет Кейти, для начала, в начале семестра, в основном, если, допустим, студенты пишут summary and response, сочинения, Кейти требует, чтобы минимум было 5 источников, помимо самой статьи. И в течение семестра, когда студенты уже нарабатывают и наращивают свои навыки, и параграфы или абзацы становятся более расширенные, более развернутые, то тогда она начинает требовать больше источников и где-то доходит до 10 источников на сочинение. Yep. So. The next question, can we reduce words in an essay? So the reducing and the reduction of words, I would definitely recommend taking out the filler stuff for the summary section. Again, with the summary section, you want to be as concise and poignant as possible. Now with the response section, as you are writing your response and you're thinking about, you know, what your personal opinion is, on the topic, right? That could be a little more lengthier. And I think, Katie, they maybe were asking, like, I am, like the shortened version of I am. Oh, the contractions. Okay, the reduction of words. For academic writing, a really good tidbit is to not use contractions. Don't, like, for example, don't. So make sure you, in academic writing, you spell do not, right? When you reduce the words, it's more informal. And again, with the summary and response essay and academic writing, TOEFL-based writing, you want to stay as professional as possible. Sounds good. Вопрос был такой, да, можно ли сокращать слова в сочинении? И если вопрос затрагивает такую тему, что можно ли написать, допустим, instead of I do not, I don't, или I am not, I'm not, то ответ будет такой. В академическом письме не рекомендуется сокращать слова. То есть вы показываете именно свой уровень профессионализма, и сокращение является примером неформального общения, поэтому мы не рекомендуем, и вообще в нашей программе мы запрещаем студентам сокращать слова в академическом письме. Вот, то есть это как бы такой, называется good rule of thumb, да, вот. Если еще, допустим, то есть если ваш вопрос был относительно этого, то ответ такой. Вот. Дополнительно Кейти еще подсказала, что, допустим, если вопрос был относительно того, нужно ли писать, так сказать, сочинение лаконично или более развернуто, да, то ответ будет следующий. В части summary, да, мы стараемся убрать, опять же, ненужную лишнюю детальную информацию и оставляем только основные факты. То есть там как бы расписывать, описывать не нужно. Вот. А в части response здесь вы можете уже немножко более развернуто и более детально ответить на вопрос и можете добавить детали. So I think that's good. Good. The next question, what type of essays do engineering students write? All the types of essays, all disciplines. So with engineering, especially if you're going to and you want to come to a US-based institution, you are going to need to know all different types of essays.
as a part of your academic career. US-based institutions, they always have what we call, at a very general level, they're called general education, right? They're to make you a well-rounded person. You have knowledge in many different disciplines, and then you go into the major, right? That's something that kind of makes US-based education unique compared to, you know, other nations, right? You would just automatically go into your major once you're admitted into the university. So definitely knowing all different types of essays. Engineering students, I can say, you know, from my personal friends that are engineers, you are definitely going to need to know really technical based writing. So that's one that you'll need for the profession, but also to get through your schooling, you'll need to know argumentative essays, compare and contrast essays. All different types of essays will help you become a more well-rounded professional. Okay, thank you. Yeah. Переводите, Ольга Викторовна. Да, sorry. Да. Какие виды сочинений пишут студенты-инженеры? Ответ Кейти такой: вне зависимости от того, в принципе, какая у вас специальность, и в том числе, если вы учитесь на инженера, в любом случае вам нужно уметь писать все виды сочинений. Если вашей целью является, или если вы когда-либо будете обучаться в американской системе образования, вы узнаете, что изначально вы не начинаете сразу изучать, так сказать, предметы, которые связаны напрямую с вашей профессией, да, а вы также еще помимо этого вам обязательно нужно будет пройти определенное количество предметов, которые являются предметами, посвященными, так сказать, общему образованию. И для чего вы будете изучать эти предметы, так это для того, чтобы быть, так сказать, стать многоплановым профессионалом, который может, так сказать, пользоваться навыками из разных областей знаний успешно и в своей сфере работы, своей профессиональной сфере. Поэтому, конечно, вам, вне зависимости от того, какая у вас специальность, вам в любом случае нужно будет писать, иметь такие сочинения, как argumentative essay, compare and contrast, problem solution, summary and response и так далее, так далее, так далее. То есть там большое разнообразие разных видов сочинений, которые вам придется писать. Но помимо этого, студентам-инженерам также еще нужно будет уметь писать так называемый technical writing, да, то есть техническое письмо, то есть вам нужно будет, вы будете изучать и такой предмет тоже, и нужно будет научиться именно этому навыку тоже, это уже будет связано именно с вашей профессией. Спасибо большое, Екатерина. У нас время, выделенное на наш вебинар, подходит к концу. Спасибо большое за вашу большую активность и за то, что вы задавали так много вопросов. Мы, исходя из этого, видим, что потребность в подобных вебинарах очень большая. Я уверена, что мы продолжим нашу работу и будем раскрывать особенности других видов эссе. И, соответственно, ждем вас на наших вебинарах. Следующий вебинар состоится у нас в четверг. И мы, естественно, приглашение на участие в этом вебинаре разошлем вам и на почту, и в WhatsApp. Но я в начале нашей с вами встречи обещала, что вы получите возможность попрактиковаться и написать эссе, и получить обратную связь от наших преподавателей по поводу того, как вы справились с эссе. Это можно сделать, пройдя по ссылке на регистрацию, по которой вы регистрировались на наше мероприятие сегодняшнее. Там добавились два раздела, а именно это задание по написанию эссе и статья, которую вам нужно проанализировать. А также там добавилась еще дополнительная ссылка о том, что вы можете получить сертификат о прохождении этого вебинара, именной сертификат. Особенность в том, что не все дали информацию полную и корректную, иногда неправильно указаны имейлы, иногда есть проблемы с номерами телефонов, поэтому мы испытываем сложность в связи с вами.
и, соответственно, не все можем отправить сертификаты об участии. Коллеги, заходите по ссылочке, по которой вы регистрировались на данное мероприятие, и вы можете или вместе и написать эссе, и также получить сертификат, либо просто получить сертификат, но и просто посмотреть, какое задание мы вам предложили. Коллеги, спасибо большое за участие, но я хотела сказать еще о том, что Miami University Regionals, вы видите уже, как они работают, и я вижу явную заинтересованность у вас к этому направлению. Miami University Regionals имеет программу, специализированную программу, очень интенсивную программу обучения английскому языку с использованием как раз-таки всех особенностей и с акцентом на academic writing, подготовку к обучению за рубежом, подготовку к сдаче экзаменов. Самое интересное, что в программу обучения также входит подготовка и сдача экзамена TOEFL ITP. И в этой связи, друзья, мы хотели также вас проинформировать, возможно, кому-то будет интересно, специально для аудитории России и стран СНГ в последнюю неделю апреля с 26 по 30 апреля будет проходить неделя акции Test Drive Your English, на которой вы можете попробовать себя в качестве студента Miami University Regionals подготовительного отделения и посмотреть, насколько эффективно вы будете продвигаться в направлении освоения английского языка. Друзья, скажите, пожалуйста, кому-то вот это предложение может быть интересно? И в этом случае мы тогда также вас проинформируем об условиях, потому что это очень интенсивная программа. Каждый день занятия в течение 3 часов. Ежедневно в течение недели. Есть 3 опции: утренние группы, дневные группы и вечерние группы. И, соответственно, вы можете, да, мы видим, уже есть интересы к этому предложению. Друзья, вижу еще вопрос очень хороший. Подскажите, пожалуйста, дедлайн эссе. Друзья, мы даем вам в течение недели возможность написать эссе. Вижу тут много-много плюсиков, друзья. Но благодарю вас за замечательную атмосферу сегодня у нас на нашем вебинаре. Будем вас держать в курсе всех событий. Спасибо большое. Надеемся на длительную дружбу и на хорошие плодотворные результаты вашей работы по направлению изучения английского языка. Екатерина, завершаем нашу встречу. Пожалуйста, тоже подытожьте. Всем спасибо большое. Я также сейчас дам слово Кейти, тоже попрощаться со всеми, но мы очень рады, что вы пришли сегодня на наш вебинар. И, конечно, с удовольствием, если кто-то заинтересован в обучении в нашей программе, мы с радостью будем ждать вас и с радостью поможем вам научиться правильно пользоваться навыками английского языка, стать успешно владеть английским языком, как в общении, так и в написании, и, конечно, достичь ваших целей, будь то академические, будь то профессиональные цели. И я бы хотела дать слово Кейти также, и в последующем я переведу все, что она сказала. Кейти, would you like to say a word at the end in closing? Yes, make sure English is an everyday thing, right? Studying is an everyday thing. Make sure you are touching, English every single day, studying really hard. And I will welcome you guys to Miami University Regionals. I would love to have you in my classes, our classes, and hopefully I'll get to see some of you in the future. Кейти всем хочет напомнить, что, конечно, английский язык и навыки английского языка обязательно поддерживать каждый день, то есть нужно обязательно работать с языком на ежедневной основе, чтобы продолжать наращивать свои навыки. Иначе, если вы не имеете постоянной работы с языком, постоянного общения с языком, навык потихонечку начинает угасать. Поэтому обязательно продолжайте работать над своими навыками
навыками языка на постоянной основе. И от себя она также хочет добавить, что с радостью будет, так сказать, будет приветствовать вас у себя на занятиях, если вы решите присоединиться в дальнейшем, и, конечно, с радостью поможет вам в достижении ваших целей. Спасибо большое за участие, и, конечно же, с удовольствием будем рады видеть вас снова. Спасибо большое, Катерина. Thank you very much, Katie. I hope to see you next time again. Thank you very much. Друзья, вас также информирую о том, семинар состоится у нас на следующей неделе в четверг в это же время. И мы будем разговаривать о том, как получить стипендию, как обучаться за рубежом. И, естественно, расскажем о том, как эффективно выучить английский, чтобы быстренько подготовиться и подать документы на стипендии, которые, кстати говоря, сейчас открыты. Друзья, есть вопрос в чате, будут ли выдаваться сертификаты за участие в последующих вебинарах, и ответ наш будет позитивный. Да, будут. Спасибо большое за вашу поддержку. Ждем вас на следующих вебинарах. Всем успехов и хорошего вечера. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Так, администрация группы, пожалуйста, открываем конференцию. Спасибо. Спасибо.